Здравствуйте, Добрый вечер, здравствуйте. Наталья. Расскажите, пожалуйста, как долго вы вяжете, откуда вы, ну и как вы встретились с мастер-классом, какие были трудности, если вы вспомните, и как вы с ними справились, и на каком вы сейчас этапе. Я живу в Красноярском крае, город Ачинск. Вяжу я с раннего детства. С ДЛ-студией я познакомилась в Нельзяграмме, просто увидела рекламу. Вот. И сразу, как бы не раздумывая, приобрела мастер-класс. Пошла на мастер-класс. В принципе, я не из тех, кто там ходит по мастер-классам. Это вообще была моя первый мастер-класс, на который я пошла. То есть как-то я вообще не из тех, что там как-то нисколько не пожалела, доступно, просто, легко. Я работающая женщина, у меня также семья, дети, работа. Все я успевала, все, в принципе, построение, да, вот за Олесей не хочется повторяться, но построение мастер-класса от простого к сложному, мотивы достаточно с первого, со второго раза, они уже запоминаются. И их можно вязать, не поглядывая ни на видео, ни в PDF, никуда. Просто навязываешь по техническому заданию нужное количество мотивов. Сборка, да, сборка была более затруднительная в том плане, что сборкой ты занимаешься только дома, а мотивы вязать ты можешь в сумочку, на обеде на работе, где-то куда-то по В делам, очереди. где-то что-то. Да, у меня всегда с собой был пакетик, и я в любое время вязала. То есть мотивы мне давались легко, что это мобильное вязание достаточно. Вот, что еще сказать? А можно вот такой личный вопрос, мне было всегда любопытно. Вы связали два жакета. Вы вязали один, ну вот, например, один мотив черного цвета, потом белого цвета, или вы сначала связали черного, все мотивы, потом белые, то есть как это происходило? Как можно успеть Нет, два? нет, я вообще, когда пошла, я вязала из белого пеликана, белый жакет для дочери. Ну, вот фотографии видели все. И потом у нас был месяц каникул, Мгм. где мы вот отдыхали, продолжали навязывать мотивы, что-то еще. У меня было все готово. Я попросилась, типа, возьмите меня в первую группу, потому что я только узнала о ДЛ-студии и попала во второй поток жакета. Как-то было это затруднительно. Думаю, ну ладно, что мне делать месяц? И за месяц я навязала мотивы на второй жакет, на черный. А сборка уже была два параллельных жакета. То есть здесь сеточку свяжу вот этого определенного участка и второй на втором жакете вязала. То есть сборка шла параллельно. Вот два манекена у меня рядышком стояли, и я собирала. Вот так получилось. Если бы у вас не было каникул, был бы один жакет. Да, но это раньше вот мы устраивали такой отдых, можно сказать, потому что Да-да. большинство мастеров не успевали навязать большое количество мотивов к сборке. Ам, вот тут, короче, вот, простите, мне Света прислала вопрос от мастерицы. Вопрос к вам, Наталья. Два жакета одновременно. Вот это да. Я переживаю один не осилить. Вопрос по манекену. Вы вязали оба жакета на одном манекене или покупали два? Сначала хочу связать дочке, а потом себе. Нет, я вязала жакеты на разных манекенов, потому Мгм. что у нас слишком разная, ну, весовая категория, размерный ряд с дочерью. То есть, если бы близко были размеры, да, можно на одном манекене, а я хомяк, дочь маленькая, худенькая, поэтому нет, у меня этого варианта абсолютно не было, не рассматривалось. Но, насколько я помню, вы вязали даже, ну, не на наших манекенах, вы вязали на портновском манекене. Расскажите про этот опыт. То есть, ну, вы смогли же связать на портновском? Были трудности? Ну, Может, так какие-то получилось, нюансы? да, что просто у меня были к Мгм. тому моменту, были манекены. И поэтому, ну, как бы, ну, вроде куда их, квартиру, солить, что ли? Как бы, ну,
я же не живу в каком-то там неимоверном коттедже, где позволяет пространство. Вы же понимаете, манекен, это же не сложишь. Это вот оно занимает определенное пространство. Да, И да, да. да. А тем более, вот, ну, у меня два. То есть и мне приобрет еще третий. А хочется и, ну, как бы хотелки же, вы понимаете, наши же безграничны, все. Ну, ладно, попробую. То есть если, ну, нет, никак, ну, не смогу, то, ну, естественно, вариант, ход я знаю, да, куда идти. Мгм. То есть манекены жесткие, размер был вообще идеально, то есть манекен у меня был, дочка к этому Мгм. времени подросла, и так совпало, что она полностью совпадает с манекеном. Ну, так случилось, чудо. Он у меня откуда-то появился, я уже вообще не помню, кто-то куда-то выкидывал, я притащила, что-то еще. Что я сделала? Я одела на него кофту шерстяную, плотненькую. Но этот ну, то есть Мгм. увеличить размер, да, нам надо увеличить, мы же сеточкой. Манекен же вот немного больше должен быть. Я одела на него пару кофточек, и потом сверху все это зафиксировала такой плотной-плотной встречевой водолазкой. И уже и иголочками прикалывать мне было удобно, в принципе, потому что К было водолазке, куда. получается. Конечно, и там две Мгм. кофточки были, и все. То есть мне, в принципе, было удобно. Мгм. Ну и шить и вязать, до этого я тоже и шила, и вязала, и ирландским кружевом, поэтому для меня, в У вас был, принципе, проблем особых не было. ну, в плане, у вас был опыт в ощущении вот этого объема. Ну да, получается так. То Мгм. есть, в А, принципе, вот я не приобретала манекен до студии пока. мгм. Пока. О, мне нравится. А еще уточните вот момент. Я правильно понимаю, в наших манекенах и вот, есть как бы различие портновского от нашего в том, что тут ложбинка между грудей. А Вы ее туда, чем-то заполняли? конечно, конечно, Мгм. туда можно положить носок, например. Класс. Вот, кстати, где-то читала, у нас в Ютубе был вопрос как раз про, если у меня есть портновский манекен, могу ли я связать? Вот, живое доказательство, целых два связали на портновских. Так, также эта мастерица пишет: спасибо за ответ, значит, тоже понадобится два манекена. Ну Нет, что? если у вас размеры близко, ну там, я не знаю, 46-48, вы с дочерью, Мгм. да, то, конечно, как бы зачем можно на одном сначала связать один, потом другой, и как бы, ну вот у меня было так. Ну и так чудо, что у меня просто не были такие манекены. Вот. Да, вам очень повезло. А трудности-то были? Мне кажется, надо все-таки про трудности рассказать. Я понимаю, вы Трудно. опытная мастерица, вы долго вяжете, в принципе, насколько я Я понимаю. почему пошла на мастер-класс? Потому что Мгм. в интернете было много фотографий, много ирландского кружева. Ну, вот уже тоже было, появлялось все. Но зацепило меня о том, что неординарные, не избитые, не миллионные, вот, которые в интернете есть мотивы, то есть Мгм. мотивы реально, они вот нигде таких нет. На просторах, вот в бесплатном доступе таких мотивов нет. И вот самое еще особенное, что меня подкупило, ну, это выкладка. Тут надо иметь художественное образование. Вот у вас художественное образование, у Раисы Петровны архитектурное. Вот вы это видите. У Да. меня другое образование. Для меня это, ну, вот для моего восприятия сложно. Господи, я уже это сколько лет собираюсь, и я хочу вообще пойти в художественную школу. Я понимаю, что мне не хватает данного образования. Вот Ну, я подборка думаю, сейчас цветов. даже онлайн художественная школа существует. То есть, мне кажется, в Да. принципе, это очень здорово, ну, учиться, да, в любом возрасте стремиться. У меня вот такой еще личный вопрос сейчас вот возник. Я понимаю, что действительно очень много мотивов и очень много информации можно найти в интернете бесплатно. И отчасти к этому привыкаешь в какой-то момент. И вот как вы переступили этот порог, если вы раньше не приходили на мастер-классы, я, кстати, этого не знала, что вы не учились где-то еще, вот как вы переступили вот это ощущение, ну, типа, я заплачу и получу какую-то информацию, потому что, давайте будем честны, у нас почему-то вот есть этот менталитет,
он был, особенно в 2020 году, когда не было такого множества инфокурсов разных, да, то есть это казалось еще как какой-то диковинкой такой. Мы все сели дома, и мы очень долгое время сидели дома, но вот это, мне кажется, это в диковинку было оплатить информацию, нет? Да, возможно. Во-первых, я достаточно хорошо перелопатила весь интернет. Ну, то есть вот, я несколько изделий связала в технике ирландского кружева. Я, не знаю, по-моему, сама лично, глядя на фотографии, для себя лично какую-то там сеточку, в общем, как бы шестигранную, да, научилась вязать. Я такого не видела. Угу. Опять же, вот эта выкладка, вот эти мотивы, вот эта подача. То есть, да, я этого не видела, ну, то есть я это не умею. Я признаю, я не умею составлять вот эти композиции с простых мотивов. Вот так и красота. Да, у меня нет художественного образования, для меня это вот ничего себе. Здравствуйте. Такое бывает, что так можно было? Из цветочков, из колечек, которые, их связать-то элементарно. А вот так, опа, и красота. А еще у меня было день рождения в мае. И я такая думаю, какой же себе сделать подарок? То есть вы мой подарок. Это очень приятно. Я не знала этого, это очень приятно. Получается, вы сделали себе, правда, подарок, Да, который вас связал да, потом с нами в будущем, представляете? Вот так да, неожиданно делаешь себе подарок, а на самом деле в пространство засеиваешь такое семя, такое, да. которое потом Вы мой растет. Но подарок. мы об этом поговорим еще в четверг, когда расскажем о вашем пути. Вас ждем очень. Приходите. Хорошо, спасибо большое.